Всем привет, вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить игру Death and Texas. Спать. Спать это хорошо. Ну да, мне сюда. Хорошая вещь, когда надо распланировать рабочий график. Подросток пытался собрать рабочую версию гиперполоида и разрезал себя лазером. Ах, как неаккуратно. Компания вернула украденное и повысила производительность труда. Выведена идеальная порода свиней, вместо свиновод становится миллионером. Настенные обои, вот что сейчас в тренде. А тот, кто без обоев, тот унылая какашка. Капец, блин, вообще не зашел. А что это за... А, это мои денежки. Указание позже. Календарь. Календарь сюда сверху поставить. Не знаю, зачем, тут буквально ничего нет, просто календарь. Зачем я его купила? Ладно, пофиг. Будет стоять. Указание. Доброе утро, жнец. Я рад, что ты внимательно относишься к моим указаниям, ведь позволь сотрудникам лениться, и они тут же наделают ошибок, что непременно скажется на всей цепочке рабочих процессов. Указание на день. 2 человека должны умереть, пощади всех, кто связан с наукой. С наукой? Ну прям с наукой, да? Давай сейчас пощадим всех научных, так сказать. Астроном. Это наука. Сразу пощадить. Вселенная полна тайн и загадок. Кенза об этом знает и хочет их исследовать. Желательно, не покидая пределы своего уютного городка. О том, чтобы ступить на борт космолета, Кенза и помыслить не может. Но, с другой стороны, Кенза уже довелось видеть НЛО, это беспокоит ученого, ведь получается, кто-то из дальних уголков Вселенной все же навещает нас. Окей, ты уже сделан. Дальше. Дипломат. Культист. Изобретатель. Так, ладно. Всех, кто... Мне надо 2 человека и тех, кто связан с наукой, пощадить. Ботаника. Это наука. Правильно? Кэрри обожает возиться с растениями, так что работает этот человек явно по призванию. Кэрри нравится выращивать разные экзотические вещи и делать из них не менее экзотические блюда. Еще Кэрри хорошо разбирается в растительных ядах. Ну, типа, ботаника — это же наука, это связано с наукой. Наука, ботаника. Или не наука, это наука. Да, это наука. Не ври меня. 36 лет, изобретатель Скамер. Кто такой Скамер? Этот человек мнит себя великим изобретателем, хотя его и близко нельзя подпускать к технике. Ни одно из изобретений города не снискало успеха, но он упорно продолжает клепать свои поделки и участвовать в безумных проектах. Бизнесы вылетают в трубу, а люди гибнут, пытаясь воспользоваться плодами его безумного гения. С наукой. Я не знаю, что такое Скамер. Подожди, полежи пока. Какой наука? Литературный критик. Литература... Ну нет, это можно. Однажды, будучи студентом, этот человек ткнул ручкой своего сокурсника и прозрел. О, это было чистой воды откровение. Этот человек понял, что настоящие друзья могут жить лишь на страницах книг. И что в этих друзей уже нельзя будет просто так ткнуть шариковой ручкой. Я думаю, этого можно отправить сюда. Тебе хамбец, чел. Дальше. Культист, дипломат и изобретатель. Скамер, не знаю, кто это такое. Сколько мне? 2 надо убить, 1 есть. Пару лет назад человек подписался на блог одного известного гуру и понеслась. Очень скоро невинное увлечение настенным граффити переросло в непримиримую войну, и теперь Джон хочет лишь одного, чтобы по всему миру стены дозволялось покрывать обоями и только ими. Не знаю, меня пугает просто. Еще 10 лет назад, до конфликта в Киллане, этот человек работал учителем в спецшколе. Теперь же Адевейл трудится на дипломатическом поприще и весьма в этом преуспевает. Адевейл хороший оратор, а улаживать международные разногласия намного легче, чем делать с особыми детьми. Короче, смерть. Вот эти 2 жизни. Все правильно сделала. Подожди-ка, нет, я еще не закончила. Что тут деньги? И тут что-то есть, да, давай. Да. Да, я все. Угу. Че я наткнулась? Что за денек, жнец? Что за денек? Ну, пройдемся по твоим результатам. Хорошо, анкеты помечены верно. Похоже, сегодня все в порядке. Ну ладно, жнец, ты с нами уже 5 дней. Как настроение? Не тяготишься с тем, что надо принимать трудные решения?
Так, если честно, я могу убивать больше людей. Я жажду крови. Мне до сих пор не по себе каждое решение идет с трудом. Каждая минута для меня и так не же. Короче, сперва мне не понравилось, но потом ничего втянулся. О, я ведь говорил, что ты привыкнешь. Вроде бы, да, говорил. Корпоративная мотивация и все такое. Но к вопросу о людях. Как ты считаешь, лучший способ с ними работать это через нашу канцелярию? Даже не знаю. О, это сложный вопрос. В конце концов, тебе нет еще и недели. Ты не видел, к чему можешь привести исследование традициям. Твоя власть над жизнью и смертью, людям она неведома. По-твоему, принимать такие решения этично? Но ведь это вы спускаете мне инструкции и заставляете выбирать. Почему-то да. Один руководит, и прочие должны подчиняться. Канцелярия славна в веках, а ее работа достойна всемирного почтения. Миллиарды лет мы вырабатывали оптимальную стратегию, и мы знаем, что делаем. О, прости, что отнял у тебя столько времени. Прежде чем ты уйдешь, возможно, у тебя есть ко мне вопросы? Почему я не вижу детских анкет? Почему это такой большой шрифт? На самом деле, по какому принципу отбирают анкеты? Есть какая-то система баллов? Почему в анкетах не указан пол? Фраза «этот человек» звучит так странно, не к месту. Да пофиг, на самом деле. Почему детских анкет нет? Дети. Тут особый случай, ими занимаются другие отделы. Дети тебе не попадутся. А есть еще отделы, их много. Великое множество. Сколько жнецов здесь работает? Им нет числа. Ого. Что насчет животных? Для них тоже есть свой отдел? Именно так. Все живое смертное. Их анкеты должны быть обработаны, выхода нет. Даже растения. Да, для растений тоже есть свой отдел. Не спрашивай меня о нем. А как насчет неживых вещей? Ну там домов, например? Технически, да, наверное. Руины — это ведь своего рода трупы домов. Но часто руины выглядят так, словно они живые. Если подумать... Знаешь, мне кажется, мы углубились в какие-то дебри. Давай оставим эту тему. По какому принципу отбираются анкеты? Есть какая-то система баллов? Вовсе нет. Все эти люди, разве каждый из них не влияет на мир? И да, и нет. Все предопределено? Как же свобода воли? Да, у людей свобода воли, их жизненные пути изобилуют развилками. И все же этап всегда один, нельзя избежать неизбежного. Ты видишь анкеты людей, которым грозит опасность, но эти ситуации, в которые они попадают, лишь следствие их решений и поступков. Есть много факторов, моментов и сложных расчетов, от которых все зависит, но все это несколько выше твоего понимания, так что не заморачивайся. Почему в анкетах не указан пол? Ну давай. Ты весьма наблюдателен, видишь ли, жнец. Пол, объекты, раса, национальность, все эти вещи не имеют для канцелярии никакого значения. Да, только для людей почему-то имеют, потому что люди чуть-чуть... Ладно, я молчу. Никаких данных о национальности. Они не нужны. Все они просто люди, вот и все. За редким исключением, когда в процессе рутинной обработки анкет случается критический сбой. Важно то, что в итоге все люди, точнее их анкеты, попадают тебе на стол, а ты должен следовать инструкциям. Это все, что приходит в голову. Да, беседа вышла познавательной. Доброй ночи, до завтра. Мне нравится, неплохо. 400. Сколько у меня денег всего? Посмотрим. Мне 500 денег. Зловещая безделушка, это же спиннер. Помогай бороться с стрессом по большей части лишь вам, но не окружающим. Какой-то эфирный резонатор. Устройство. Я куплю. Разрази меня гром, история эта очень грязная. Остальных подробностей не помню, но если хочешь, могу рассказать. Однажды я решил обнести деловой центр, ветхий такой, и знаешь, где я нашел? В лифте. Я зашел внутрь, вырвал устройство с мясом и давай бежать. Это устройство невиданной мощи, ты крутишь ручку, и оно звучит. А она может звучать бесконечно, эта штука. Музыка. Некоторые считают эти звуки музыкой. Это все? Это все? Зачем я купила? Что это? Что такое? Получила ачивку спросить все вопросы в первый день, наверное, это было написано. Не увидела. Так. Это устройство играет музыку. Что еще оно умеет?
Мне надо играть музыку. Музыка нам не нужна, если честно, но она будет стоять где-то вот тут, вместе с календарем. Календарь вот здесь, это будет здесь, это будет тут. Мужчина утверждает, что спас Землю от пришельцев. Литературный критик умер от заражения крови, неосторожно ранив себя ручкой. Работающий на муниципалитет садовник выжил после неудачного обращения с ядами. Завод нанял горе избирателей и развалился на части. Изобретателя. Что? Неважно. Экспериментальный тостер взорвался, едва не убив семейную пару, дом сгорел дотла. Напряжение спадает, враждующие стороны сели за стол переговоров. Так, утро доброе, жнец. Боюсь, впереди нас ждут темные времена. Не знаю, предупреждал я или нет, но порой нам приходится принимать трудные решения. Сегодня как раз такой день. 6 человек должны умереть. Не менее 2 человек от 60 лет и старше должны умереть. Все, чья профессия связана с экономикой, должны умереть. 6 человек, 2 из них 60+, с экономикой связаны. Так, давай, окей. Давай сразу начнем с тем, кому 60+. С тех. Ну так тут только 2 60+. Тогда вот эти вот 2 сразу хамбецам. Так. Подожди, а вдруг там еще есть? Я их просто не вижу. Да нет, нету. Это все. Все? Да все это все. 26, 26, 42, 43, 53. Ну да, 60 плюс только вот этим, поэтому... Там же написано умереть, правильно? Я не попутала? Должно умереть. Хамбец. Ну давайте хоть прочитаем про них, кто они такие. Лжец, бывший политик, аферист. Этот человек написал множество книг, и все они были полным бредом. Эти книги испортили немало судеб, что, в свою очередь, вызвало эффект домино, привело к плачевным последствиям в глобальных масштабах. Сейчас Франсуаз этим пользуется. Да, тебе хамбец. 70 лет пенсионер. Жан-Батист в прошлом плотник, ветеран давнего вооруженного конфликта на полуострове Марисола. Вот уже много лет этот человек страдает от посттравматического расстройства. Чтобы как-то справиться со своим недугом, Жан-Батист рисует, поет грустные народные песни, успешно управляет инвестиционным агентством. Вам двум хана. Итак, это 2 60+. Вот это уже сделано. Так, еще 4 должны умереть. Связано с экономикой. Экономика — это что такое? Сейчас мы узнаем. Это банкир. Сколько должны? Мне еще 4 нужно, да? Экономика. Вот это. Вот это возможно. Вот тут посмотрим. Ну, банкир 100% должен умереть, это связано с экономикой. Раз экономист с мировым именем и эксперт по рыночным манипуляциям. За последние 10 лет человек множество раз выступал на телевидении, давая людям советы о том, куда и когда инвестировать деньги. Ну да, все, хамбесты. Еще 3. 26 телемаркетолог. Дакота. Это... что? Гений маркетинга. Гениалка. Гениалка? Ну, возможно. Дакота продаст снег эскимосу и шашлычный набор убежденному вегану, устроившись телемаркетологиней. Эта талантливая женщина повысила продажи своей компании на 200%, извиняюсь. Человек, тут у нас не говорят. Лучше всего Дакоте удается работать с пенсионерами. Дакота, прости. Дело в том, что тебе хамбец. Так, с экономикой. Да. Венчурный капиталист. Этот человек сколотил состояние на волне технологических стартапов, безошибочно определяя перспективные компании. Недавно взор Гедеона пал на отрасль видеоигр. Возможно, там тоже удастся отыскать жемчужины. Подержи пока. Полиция. Бельмонт. Я недавно читала какую-то книгу или что-то такое с Бельмонтами. Что это было, не помню. Ну, прикольная фамилия.
Маркус мечтает стать детективом, но взять и расстаться с работой патрульного не может. Маркус активно борется с проявлениями этнической и национальной розни у себя на районе, делая все, чтобы избавить людей от стереотипов и предрассудков. Это конфликтная, опасная работа, но она спасает людям жизни. Это же не связано с экономикой, да? Ну, вроде бы. Если я не ошибаюсь. Короче, ты будешь жить, потому что мне нравится. Ты живешь. Вот этих двоих сюда перемести. Дальше. Мне нужно двое. Еще. Скалолазка. Хлоя упорно тренируется, чтобы в рамках благотворительного марафона покрыть пик скалистого червя. В стиле свободного восхождения Хлоя хочет забраться на высшую точку вершины. Но из-за сломанной в 3 местах ноги это будет непросто. Впрочем, спортсменка виновата сама. Не надо было наорать прыгать со скалодрома. Историк. Кто из нас не был радикалом в 20 лет? Вот и Славу увлекли идеи увлекли идеи крайнего толка, ведь весь этот непримиримый взгляд на мир и социум, но с возрастом пришло спокойствие, желание глубже во всем разобраться, изучить историю и узнать больше о тысячах пружин, что приводит в действие сложные механизмы социального устройства. Короче. Я сделала. Я сделала. О, жнец, похоже, в мире все плохо. Когда наступают темные времена, многие новички не справляются. В смысле? Я все правильно сделала. И все же нынче ты неплохо справился со своей работой. Как ты чувствуешь себя после всего, что случилось сегодня? Работы было много, но я совсем справился. Хорошо, хорошо. Мы должны делать то, что следует, даже если цель нам не вполне ясна. Будем надеяться, что такого больше не повторится. Как по-твоему, что произошло? Экономический кризис, коррупция, массовое банкротство. Интересно, порой твой череп... Нет, не посещают ожирение. Сейчас ты свободен, спокойной ночи. Да, ну ладно. Так я правильно все сделала или нет? Ну, вроде бы правильно. Или неправильно? Ты мне как говоришь, так я и делаю. Ты тут слышишь, не умничай. О, это я хочу туда, но сначала я иду сюда. 300. Темный отражатель. В глубинах этого зеркала мутнеет бесконечная бездна потустороннего мира. Она отражает все, в основном, правда, лишь ваш череп. Пластиков забвения можно выбрать даже самую страшную ошибку. Пояснение не стирает любые пометки на анкете, но лишь один раз. Один раз? Ну, блин, я реально слышу один раз. Что вот тут у нас? Логово Цербера. А что это здесь? Газ. Кто? Привет, я Черри, и я рада приветствовать тебя в логове Цербера. Это лучшее питейное заведение по ту сторону бездны. Клянусь, раньше я тебя тут не видела. Ты, наверное, новенький? Выглядишь так, словно разраб налажал в коде или файл с костюмами криво распарился. Ладно, что там у тебя? Как тебе у нас нравится бытие и существование? Много бумажной работы, надо учитывать каждую мелочь. Ну, как я тебя понимаю, но никуда от всей этой бюрократии не деться, они ведь все равно тебя найдут. Но эй, в системе всегда есть лазейка, главное их видеть и уметь ими пользоваться. Ладно, новенький, прежде чем мы продолжим, как насчет сыграть в игру? Я предлагаю ее всем новичкам, она простая. Это вроде теста психологического. Ты отвечаешь на вопросы, я смотрю ответы и на их основе делаю коктейль специально под твой характер. О, обожаю вопросы и теста. В общем, правила такие. Я описываю нестандартную ситуацию, ты отвечаешь, как бы ты себя повел. Вопросов обычно 4, ну и да, в принципе, вот и все. Так, да, начнем. Готовься. Вопрос номер 1. Ты можешь прокачать один из параметров своего персонажа. Что бы ты выбрал? Окей, костистость, я так понимаю, это ловкость, каллиграфию, плащудрость, мудрость, то есть мрачность духа, владение косой, смертелект. Или это я хрен знает. Давай плащудрость. Мудрость всегда приходит. Вообще нет, вообще я бы выбрала какой-нибудь владение косой. Или интеллект. Или костистость.
Владение косой. Теперь вопрос номер 2. Ты долгие годы трудился в канцелярии, но попал под сокращение. Тебя отпустили в мир, разрешили выбрать профессию. Теперь ты можешь начать жизнь заново. Кем же ты станешь? Я вижу себя математиком, буду решать сложные уравнения, палачом, собирателем людской скорби и боли, работать отстой, это для тупых, да и какой смысл? Если честно, третий мне нравится, но так не получится, поэтому математиком. Я ненавижу, я не люблю математику, я плоха в математике, но какая разница? Так, третий вопрос мы почти закончили. Ты гуляешь по лесу, вдруг видишь, в капкан попал диковинный зверь, его лапа сильно повреждена и кровоточит. Ты понимаешь, что долго животное не продержится, твои действия. Обложу тупое создание отборным матом, смотреть надо, куда лапу суешь. Я не вмешиваюсь в естественный ход событий, обнажу косу, прекращу мучение животного. Не знаю, второй и третий ничего. Типа. Ладно, второе. Я потому что... Я, конечно, не то чтобы сильно косой тут орудую, да, но я бы, наверное, не смогла. Это надо быть очень морально сильным, чтоб... Или сильной, чтобы добить существо. Ну, типа, я понимаю, больно, все дела, и мне было очень тяжело, но это еще, это... Бля, это очень тяжело. Это сильно. Ну и последний штрих. Как я и говорила, 4 вопросов хватает 7, верно? Ты выходишь из комы после несчастного случая, твое тело и разум уже никогда не восстановятся. Врачи предлагают решение вживить в мозг чип с личностью по твоему выбору. Что бы ты выбрал? Стану машиной искусной в вычислениях. Предпочитает стабильность, не конфликтен. Кажется, придумал подходящий рецепт. Начнем смешивать 40 мл джина, 10 мл бузинного ликера, 10 мл сахарного сиропа и 200 мл газировки для коктейлей. Плеснем концентрат фруктового сока, добавим дольки огурца, предварительно их раздавив, и немного кубиков льда. Получилось ничего. Пусть не врет. Назову-ка я этот коктейль «Скучный полдень». Первый напиток за счет заведения. Ну, до дна. Напиток, мерный шум прибоя, волны тихо накатывают на берег, чтобы затем отступить. Острые камни стачиваются, превращаются в гальку. Метущаяся душа успокаивается и становится подобно башне и слоновой кости, что стоит на берегу. До блеска отполированная стихией. Костей, кости, пофиг. После такого мое посмертие уже никогда не будет прежним. Вкусненько. Думала, твоя реакция будет более бурной. Что ж, чем еще могу помочь? Кто еще работает в канцелярии? О, народу столько, что их всех и не перечесть. Боюсь, ты не до конца знаешь истинные размеры этого места. Есть выжницы и миллиарды отделов, есть легион стражей, неутомимые сборщики данных и счетной палаты, архив бездны с архивариусами, служба неживого персонала, ребята с прибабахом, но кто-то ведь должен заниматься кадровыми вопросами. Есть руководители среднего звена, никто не знает, за что они вообще отвечают, и есть высшее руководство, но эти к нам не заглядывают. Рок из их числа. Простые сотрудники частенько наведываются в логово, так что держи ушки на макушке, много узнаешь. Классная кружка для чаевых. Спасибо, эту кружку раздобыл Мортимер, когда ходил за добычей в сумеречные земли. За ней, правда, нужен глаз, да глаз постоянно размножается. Стоит на секунду лечься, и вам повсюду бегают поросята. Вот, возьми одного, только не забывай иногда кормить монетами. Мне выпить. Молочка мне. О, так ты у нас ЗОЖем увлекаешься? Кажется, я догадываюсь, из кого тебя создали. Ну, до дна, кивнуть другому. Ну, я пойду. Тут еще какой-то газ. Что, давай поговорим с газом, у нас есть 5 минут каких-то. Зловещий холод сковывает тело, страх такой сильный, что ты не можешь пошевелить и пальцем. Здоров. А? Че тебе надо? Я новый жнец 47, как дела? Еще один новичок. У них там что, распродажа лимонов? Тебя-то мне не хватало сегодня. Гас, не будь таким булкой. Ну, похоже, мне тебе не отделаться. И сейчас, наверное, ты будешь задать вопросы. Кем ты работаешь?
что вытираешь? Ликер вытираю, водку, пиво, коктейль. Че, вообще дурачок? Ты вообще в зеркало смотрел? Ты понимаешь, кто сюда приходит? Куда потом девается все, что вы пьете? Желудка-то у вас нет. Все стекает вниз по ребрам и льется на пол. О, я как-то даже не задумывался об этом. Вы, жнецы, вообще редко о чем-либо задумываетесь, кроме себя любимых. Вам бы, жнецам, быть чуть повежливее и потактичнее. Я ценю твою работу. Спасибо. Что еще? Ты ж призрак, как ты вытираешь? Просто зависаю над лужей и вселяюсь в нее, как полтергейст, отправляю в ведро. Мусор, например, убираю по пылинке за раз, напитки тоже по капле за раз. Это же упахаться можно, нет? Ну, я не особо-то и упахиваюсь, но да, есть такое. Ну, знаешь, высшему руководству нас положить. Жнецы стражи, мы для них так безымянная фигня. Ну, я не шучу, так и есть. У меня как бы имя есть. Возможно, они просто заняты, не знаю. Ну да, конечно, канцелярия велика и вечная, и за всей ее работой нужен присмотр. Да ничего они не делают. Как тебе наша барменша? Ладно, окей. Черри? О, она классная. Спасибо. Какой же ты у нас лапочка? Не, просто единственная, кто относится к старине Гас с уважением. Ой, да ладно, я тоже уважаю тебя. Кем ты был раньше? Что ты имеешь в виду? Мне просто интересна твоя история. Это потому, что ты решил, что я раньше был человеком или еще какой тварью? В чем дело? Ну, ты выглядишь как человек и все такое. Все это миф, пора бы уже вам всем от него избавиться. Нет, призраки — это вовсе не неприкаянные души людей, животных или других сущностей. Это просто призраки, независимые существа. Ну, а я призрак призрака. Да, погоди, то есть ты был призраком, а потом умер? А, как-то так. То есть, фактически ты бессмертен. Ну, чтобы считаться бессмертным, для начала надо хотя бы быть живым. Тут, по правде говоря, все очень запутано, а у меня нет времени рассказывать тебе все о природе призраков, так что... Все, пока. Так что все, пока. Минус 100. Кто хрюкнул? Ну, я. Ладно, завершаем день. И тут как-то сохранения работают-то. Я думаю, оно сохраняется после дня, поэтому давайте на этом закончим. Спасибо вам, Твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.